плюсики. Напоминаю, кто еще здесь не был. Напоминаю, плюс да, минус нет. Так, все хорошо. Вроде всем слышно. Сразу хотел предупредить, что так, сколько у нас человек, еще места есть, но места может хватить не всем. Поэтому, если какие-то проблемы будут, попытайтесь зайти заново. Если что, ну, я уже не знаю, чем могу помочь, разве что на запись потом. Ну, думаю, все-таки все поместятся. Ладно, видно, а зачем нам видно? У нас работа не связанная с видом. Я не очень фотогеничен, поэтому что нам да видно. Так, хорошо. Как вы понимаете, ну, раз вы все здесь, значит, вы подписаны на наши сигналы платные. Как понимаете, логично, что мы заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали по этим сигналам, потому что, как понимаете, если человек не заработал, значит, у него что-то не получается, ему неинтересно, а нам интересно, чтобы вы оставались с нами, а соответственно и зарабатывали. Это, мне кажется, нет, сейчас мы вернемся к этому. Так вот, в связи с тем, что есть много вопросов как раз по различным моментам, мы и решили все-таки сделать небольшой вебинар, разъяснить, думаем даже сделать их периодически, проводить такие вебинары раз в месяц, либо раз в квартал, посмотрим, как дальше получится, чтобы на вопросы отвечать. Давайте сразу тогда пройдемся по регламенту сегодняшнему, минут 15-20, наверное, я не знаю, сколько займет у нас, я поговорю по заявленной теме, то есть методы входа, какие есть, какие рекомендую для начинающих, а потом все остальное время я предоставлю вам, ваши вопросы, пожалуйста, сколько угодно задавайте, на все обязательно ответим. Желательно, если увидели, кто-то написал вопрос, пока я не отвечу на этот вопрос, новый не писать, чтобы он не убежал слишком вверх, и я вдруг не увижу вопрос предыдущий. Но опять же, и внутри моего вступительного слова, этих 15-20 минут, вопросы можно задавать спокойно, но только по текущей теме, о том, о чем мы говорим. Другие все вопросы потом обсудим. Надеюсь, это понятно. Тогда давайте приступим. Если все с этим, на этом этапе вопросов нету, надеюсь, нету. Так, все, тишина. Хорошо. Поехали тогда. Итак, мы торгуем по графическому анализу. Соответственно, у нас есть, как и в любой системе, методы входа в рынок. Многие, думаю, здесь изучали безопасный Форекс, методы входа в рынок, там тоже хорошо описаны, очень много вариантов там по лимитному входу. Но, как вы знаете, я лично на данном этапе уже рекомендую, все-таки и рынок немножко изменился, да, и не у всех хватает опыта, чтобы данным видом торговать. Не всегда все-таки лимитный ордер это оптимальный вариант войти в рынок. Конечно, по нему бывает наивыгоднейшая цена практически всегда, но и есть соответствующие риски. Соответственно, мы рекомендуем входить на отбойных свечах. Давайте сначала поговорим о следующем варианте. Различим 5 вариантов входа. В принципе, они где-то похожи. Давайте сначала мы нарисуем их, потом пойдем, как, наверное, будет. Так, один вариант входа это, ну, допустим, у нас есть некий канал, пробой этого канала и сразу вход. Бывают такие входы рассматриваются в безопасном Форексе, то есть вход на пробои, это должна быть уверенная свеча. Этот вариант входа подходит опытным ребятам, которые давно работают, которые понимают, что означает сам пробой, что дальше последует после этого и так далее и тому подобное. Поэтому те, кто не изучал безопасный Форекс, я им настоятельно рекомендую, а кто изучал, но еще не имеет опыта, просто без слова настоятельно, также рекомендую все-таки этот метод не использовать в торговле, пока не наберете опыта. Когда эта стадия будет пройдена, когда вы поймете, что опыт набран, вы сами почувствуете при торговле, когда вы почувствуете, что вы очень часто понимаете, куда двигаться, что произойдет дальше. Чем чаще это будет происходить, тем больше вы начнете уже чувствовать, что пора использовать другой метод входа. С этим методом разобрались. Еще раз говорю, на графике мы на них посмотрим. Теперь следующий вариант. Так, очистимся. Следующий вариант входа. Тот же самый канал, допустим, у нас имеется. Есть происходит пробой канала и
тестирования линий, то есть лимитом. Мы входим лимитом после пробоя канала. Сразу на следующей свече. Уже ждем этого самого тестирования. Есть такой вариант входа. Хорошо? Это мы все прекрасно знаем. Опять же, этот вариант также не рекомендую новичкам и тем более не изучавшим безопасный Форекс. Еще один вариант. Опять пробой произошел. Происходит сразу после пробойной свечи. Вот у нас пробойная свеча, допустим, здесь белая хорошая свеча. Формируется отбойная свеча здесь. Этот вариант можно, то есть сразу, без отрыва, то есть после пробойной свечи сразу формируется отбойная свеча. Пожалуйста, такие варианты можно торговать. Он второй по надежности. О первом по надежности мы тоже обязательно скажем. Неплохой вариант. Далее. После пробоя цена продолжает движение. Возможно, даже касалась еще на следующей свече линии, но мы не входили в рынок. Цена продолжает движение, не уходит слишком далеко. Например, здесь вот расстояние такое, она это расстояние не проходит здесь. А допустим, вот так вот сделаем, прошла вот такое расстояние, оторвалась, несколько свечей не касались нашего канала, а затем цена возвращается. Лимитный ордер. Опять же, да, эти варианты уже лучше, уже подтверждение пробоя мы получили в виде нескольких закрытых свечей выше. Но опять риски здесь будут, и есть, конечно, нюансы, когда использовать данные методики входа, и они опять же связаны с опытом. И, наконец, самый надежный вариант входа – это после отрыва, если мы далеко не уходили, возврат, формирование отбойной свечи на тестировании, и заключаем сделку в этом случае на покупку. Это тоже очень хороший вариант. Что касается новичков и не самых опытных ребят, я вам рекомендую использовать только третий и пятый вариант входа. То есть после пробоя обязательно ждем формирования отбойной свечи. Причем не подтверждающей свечи, а отбойной свечи. Что такое подтверждающая и отбойная свеча? В комментариях мы писали. Я не знаю, Дэн здесь или не здесь, мы об этом говорили. Наверное, есть. Вот здесь у нас 3 слэша есть. Скорее всего, это его точечки. Да, так я и подумал. Тройка, видно, ваше любимое число. Так вот, мы об этом говорили. Давайте сделаем следующим образом. Хотя есть и пример на эту тему, но давайте следующим. У нас имеется черная свеча. Мы подошли к нашему каналу. Вот черная свеча. Затем происходит белая свеча. Да, эта свеча подтвердила отбой от канала. То есть она подтвердила этого канала. Но в нашей терминологии, в моей личной терминологии, опять же, эту свечу именно как за отбойную, я не считаю, отбойной я называю именно свечи по типу доджи или близкие к ним, с хвостами снизу, с небольшими телами. Возможно, тело будет чуть больше, чем у обычного доджи, но в любом случае здесь основная идея по отбойной свече входить, это недалеко от канала, это идеальные сделки. В этом случае в дальнейшем мы сможем по более выгодной цене выходить в ноль, если придется с обратным тестированием, то есть если уйдем вниз и так далее и тому подобное. Данная же свеча является подтверждающей, она подтвердила силу этого канала. И опять же, такой вариант входа нужен только, опытный человек должен быть, чтобы понять, что можно здесь входить. Как понимаете, здесь нужно будет иметь план действий в данной зоне, если пойдем в отрицательную часть. Я, понятно, изъясняюсь, я просто могу уйти, вы, если что, меня останавливаете в эти моменты. Если что-то непонятно, спокойно пишите и останавливайте. Так, все, да, хотя бы один человек точно понял, значит, продолжаем, хорошо. Ну вот, уже двое. Спасибо за понимание. Поехали дальше. Так вот, именно эта зона является опасной при такой свече. Эти методы входа, они в принципе нормальные. Подтверждение линии мы получили, отбой от линии получили. Вот много людей поняли, спасибо, хорошо. Но здесь сам факт того, что мы получили отбой, мало нам. Для нас этого мало, потому что план на нашу сделку, которую мы изначально готовили, то бишь, допустим, здесь будет вход приблизительно на этом уровне при формировании отбойной свечи, соответственно, стоп-лосс будет, допустим, где-то здесь, мы определили, take profit будет здесь, если подойдем сюда, увидим отбойную свечу, будем пытаться выйти с рынка, либо частично фиксироваться и так далее и тому подобное. Данный же вариант входа убирает весь наш данный план и приходится формировать новый план. Таким образом, тут сейчас я прочитаю вопросы. Таким образом, нам придется и стоп подтянуть,
и понимать, что мы будем делать в этой зоне. Либо если сформируется еще одна черная свеча, поглотившая белую, будем принимать решение о выходе. Либо если цена будет здесь колебаться слишком долго, опять принимаем решение о выходе и так далее и тому подобное. То есть много различных вопросов. И поэтому эти варианты входа все-таки новичку сложно принимать. Что касается рекомендованных вариантов входа, то есть третий и пятый с отбойной свечой. Так, звук есть, нету. Звук есть, есть. Андрей, ага, уже есть. Все хорошо. Да, по этим вариантам, то есть с отбойными свечами, сигналов будет не так много. Но я не знаю, многие ли из вас являются постоянным, ну, трейдерами, которые постоянно зарабатывают. Если, конечно, вам это постоянно удается, это еще лучше. Но те, у кого нету стабильного заработка, стабильного результата от торговли, я рекомендую использовать именно этот вариант. Он позволит вам набрать опыта. Получится в среднем, как я не считал, около 10 сделок хороших в месяц. Из них, наверное, ну, процентов 80, а то и 100% закрываются с положительным результатом. Ну, может быть, в ноль закроются, но точно не по стопу. Таким образом, вы потихоньку, набирая опыт, вы будете зарабатывать, именно прибыль зарабатывать, а не зарабатывать шишки себе. Шишки это хорошо, я думаю, у 99% у вас этих шишек уже хоть отбавляй. Но сейчас уже пора зарабатывать именно прибыль, попутно прибыль, зарабатывать уверенность и понимать, в чем дело. Поэтому уверенные сигналы, 10 сигналов в месяц, посчитайте, даже пусть будет это по 30 пунктов в каждой сделке. Согласен, хорошо, без проблем, пусть будет по 30 пунктов. Сколько? 10 на 30, что получается? Допустим, по 30 пунктов у вас и стоп будет, и тот же самый take profit со всеми нарушениями money management. Я говорю вам, ладно, пусть будет 7 сделок у вас в убыток, 7 сделок по прибыли, а так и будет, даже больше будет. И 3 с убытком будут закрыты из 10. 90 получили минус, 270 получили плюс. Раз в месяц, два месяца, вот вам и потихоньку наберется уже по плюс 10-15% в месяц. С нормальными деньгами это нормально получается. Основная беда начинающих, кто может сказать, напишите, как раз я вопросы прочитаю. Андрей, благодар, можно, конечно, но опять это связано именно с опытом, понимать, где и как это испытывать, где и как использовать. Важна какая еще сама подлежащая, вот где нюансы будут. Да, нюансы, конечно, будут. Даже все, что я говорю, вы сейчас на рынке увидите, что не всегда прям так все идеально. Конечно, в картинке можно нарисовать все, как хотим. Избыточная торговля, эмоциональные входы. Все абсолютно верно. Жадность, избыточная торговля, эмоциональные входы и так далее и тому подобное. Много чего мы можем сказать. Основной враг трейдера – это маленький депозит. Начинающего трейдера. Люди из-за того, что у них маленький депозит, не соблюдают огромное количество правил, в том числе торгуют все подряд. Все от этого и идет. Маленький депозит, допустим, депозит 200-300 долларов, ведет к тому, что вы торгуете. Обычно, насколько я вот знаю людей с такими депозитами, они все торгуют как минимум лотом 0,1. Никто не уходит на по money менеджменту 0,01, например, или 0,03. Все пытаются торговать 0,1, соответственно, каждая сделка это стресс, можно потерять значительный процент от депозита и так далее и тому подобное. Спокойствия внутри сделки нету и, соответственно, торговля. Все это ведет, исходит именно из того, что маленький депозит. Андрей, ну, молодец. Я честно скажу, еще маленький депозит, без разницы. Вы должны настолько себя выдрессировать, что уже без каких-либо эмоций должна происходить торговля. Никаких эмоций, ни радости, ни грусти, ничего. Я торгую в ноль. Ну, тоже неплохо, Андрей. Хотя уже можно потихоньку и начинать спокойнее относиться к торговле и увидите, как сама прорыв происходит постепенно. Но в один момент все-таки будет. Так, Валерий печатает. Хорошо, давайте, что-то я уже эту маленькую часть слишком удлинил. Перейдем непосредственно. Пишите, пишите вопросы. Непосредственно перейдем уже, наверное, все-таки. Ой, что-то я не то сделал.
Сейчас мы все это закрываем, все хорошо. Ну да, первый месяц потерял процент. Ну да, хорошо, понял. Вопросы все вижу. Так, теперь начинаем, перейдем уже к графику, а то и правда что-то я подзатянул. Так, вот так у нас было. И вот так, хорошо. Так, всем видно? Сигналов. Так, Валерий, ваш вопрос я упустил. Сейчас объясните, для чего есть сигналов. Хорошо. Так, возвращаемся. Ну вот опять сервисы все описаны внимательно. И еще вы по входам, по выходам поговорите, они порой важнее, чем да, начнут идти. Да. Я, конечно, понимаю, Андрей, что выходы, поведение внутри сделки и так далее и тому подобное, но, как понимаете, внутри данного вебинара я ну, никак не могу посвятить времени. Это вообще-то целый тренинг. Двух занимает. Сейчас все это уместить в одну программу полчаса, конечно, будет невозможно. Мы сделаем вот такие вопросы, об этом поговорим. Видно всем на данный момент, как у нас с изображением. А то в момент меня что-то выбило. Так, все хорошо видно. Андрей видит, Неля видит. Отлично. Так, ну давайте. Первый вариант, о чем мы сказали, как бы и проверка получится у нас на внимательность. Первый вариант входа какой мы сказали, но мы их не будем называть первый, второй, третий. Просто в первом, о чем я сказал, какой. Правильно, то есть пробились и сразу вошли в рынок. Хорошо, ну давайте сделаем следующим образом. Как понимаете, это не случайные графики, я не буду делать вид, что я вот только что открыл график, и у нас вот такая ситуация. Нет, я набрал интересные случаи. Сразу после правды, да, отлично. Обратите внимание на эту часть графика. Эту сделку я лично торговал, очень хорошо ее помню. У нас имелся канал АБЦ, мы били его, протестировали, снизу цена пыталась уйти вниз, не удалось, вернулись и сразу на вот этой свече было принято решение на вход в рынок. Это то, о чем я говорю. То есть пробили, вернулись в канал и решение на пробой войти в рынок. Конечно, не на закрытие этой свечи, здесь было 12 пунктов, все-таки подождал небольшого отката и где-то с половиной отката здесь я ходил в рынок. Это что касается этого примера. Потом и на вопросы тоже ответим обязательно. Евро, так, это что у нас здесь за раз, два, опять не слышно. Слышно. Ну, видимо, периодически небольшие сбои происходят. Ну ладно, все-таки экрана продолжим. Сейчас, конечно, консервация. Ну, что поделать. Так, все, продолжаем. Думаю, уже видно и слышно. Есть связь визуальная, акустическая. Есть, все хорошо. Это второй метод, о котором мы сказали. Какой это был метод? Ага, уже не очень хорошо помнят. Пробой тестирования, лимитный ордер. Пробились, протестировали, пробили на тесте, да, сразу после этой самой отбойной свечи, пробойной свечи. По лимиту, я опять же говорю, многим я говорю, начинающие эти варианты пока не используйте. Но все-таки я обязан сказать, потому что наверняка здесь люди есть, не только начинающие. Если лимитом собрались входить, посмотрите в левую часть графика, если там, ну вот видите, да, Алексей, Андрей, извиняюсь, если там горизонт. Эти горизонты помогут укрепить на тестирование, заключили сделку и убежали дальше. Подтверждение мне больше нравится. Отдельный подтверждение. Да, конечно, так намного безопаснее и спокойнее.
Так, дальше. В третьем случае, что мы сказали? Отбойная. Пробой и сразу отбойная свеча. Данную свечу мы считаем за отбойную. Она показала силу нашей линии. Причем все, что сейчас я показываю сигналы, они действительно были и в течение последнего времени, это, например, в марте месяце был сигнал, они были указаны и торговались. Так вот, здесь вот у нас имеется хвост сверху, тело не очень большое, отбились, получили сигнал, заключили сделку. Пожалуйста, работай, не хочу. Тем более здесь имелся и небольшой, конечно, но все-таки какой-то горизонт имелся. Хвостики снизу были, их и тестировали. Так, доллар. Выше, выше. Опа, теперь со связью беда какая. Есть, все, появился звук. Вот я возвращаюсь в комнату и начинает все вроде выравниваться. Выхожу, иду на трансляцию и прерывается. Ладно, давайте продолжим. Третий вариант был по лимитному после отрыва. Мы пробились, оторвались от линии, как видите, недалеко ушли от линии и вернулись. Да, запись будет, Игорь. Вернулись к ее тестированию. Здесь как раз тот случай имелся и горизонт, в принципе, достаточно значимый. Его также тестировали и получили здесь сигнал на покупку. Кстати, если хорошо подумать, здесь как раз и подтверждающая свеча. Вот она, закрытая отбоем. После нее, опять же, можно было рассматривать вход. Но как раз здесь получался тот самый случай, что в данной зоне появлялись бы вопросы. Если бы цена откатила бы и находилась бы здесь, что бы мы делали? Входим в рынок мы на основании этой линии. Соответственно, на основании этой линии, то есть ее пробоя вниз, мы должны будем принимать решение о выходе с минимальными потерями. А если цена будет здесь очень долго колебаться, что же нам здесь делать? Вот этим и осложняется наш процесс торговли по данному методу. Поэтому его лучше все-таки принимать на вооружение уже более опытным ребятам, которые понимают, как, что и где мы здесь будем делать. Как ситуация со вчерашней иеной. Вчерашняя иена, сейчас я вспомню. Вчерашняя иена. Что там у нас было? Что-то не припомню я вчера по иене сигнала. Наверное, евро-иена, да? Или позавчерашний. Ну, да ладно, ладно, хорошо. Пойдемте дальше, возможно. Ну и, наконец, еврофонд. Это пятый наиболее надежный вариант входа. О нем мы говорили. Вот он, еврофонд. Пробили мы трендовую линию. Она довольно линия, издалека шла. Тоже выделялся здесь сигнал. Я этот сигнал тоже очень хорошо помню. Может, кто-то из вас тоже помнит. И отбойная свеча на обратном тестировании после. Ради какого вопроса, Виталий? Я что-то упустил, может, вверху были вопросы? Наверное, не упустил. Я вроде посмотрел, отвечал. Так вот, здесь отбойная свеча сформировалась, даже еще отбойная свеча, и все, здесь уже можно было рассматривать вариант входа в рынок. То есть это наш самый надежный вариант входа в рынок. Так, о чем мы говорили? То есть по методикам входа мы поговорили. Сейчас перейдем к вопросам. Давайте сразу коротко покажу, раз уж на то пошло, что сегодня я делал, что сегодня торговал, где работал. Audi доллар работал, выделенного сигнала это не было, но я говорил, что я торгую не только по выделенным своим сигналам, вход промежуток между входом и линией. Да, понятно, Виталий, это понятно, но это вопрос уже опыта, здесь будет сложности. Так это сразу взять и на вебинаре коротком не объяснить. Так,
Что означает данный метод? Ну, здесь я торговал, как видите, в ноль нас выбило, меня лично в ноль выбило, этот сигнал не выделялся, почему входил в верхнюю коричневую линию и нижнюю границу канала синего, отбойную свечу получили, подождал небольшого отката, здесь вошел в рынок, цена пошла, прошла порядка 20 пунктов, и дальше я просто-напросто перевелся в ноль и меня выбило, как видите. Дальше, что еще я торговал? Опять, да, это не по сигналам. Это у нас канадец, кажется. Да, это канадец. Вот, кстати, вам покажу ситуацию. Очень интересно. Люблю такие входы. В этой ситуации опять не по выделенному сигналу. Мы так и не пробили наш канал, но меня вынудил рынок войти в рынок. Ну, тавтология, конечно, получилась, извиняюсь за нее, но в любом случае, о чем я говорю? Речь идет о первой отбойной свече. Я не входил, ждал все-таки еще пробоя. Вторая отбойная свеча. Правда, я пришел уже позже, когда формировалась данная свеча, но в любом случае она тоже была. Когда сформировалась третья свеча, я еще думал, наверное, все-таки пора, но не зашел, потому что уже были далековато от линии. Подумал, ну нет, не пойдет. Затем уже на следующей свече, когда начал происходить небольшой откатик, я все-таки вошел в рынок и, как видите, в дальнейшем не прогадал. Правда, наверное, все-таки, если бы я находился у монитора, я бы обратил внимание на то, что выходят новости, достаточно важные по данной валютной паре. И, наверное, в ноль бы перед новостями закрылся бы. Не люблю находиться в небезопасной зоне, не перевестись, то есть без убыток и войти в рынок. Так что здесь были бы у нас вопросы. Так, дальше смотрим. Ну, дальше у меня здесь был take profit установлен на уровне 38,2. Честно говоря, 1,2 оставалось. Я открыл в этот момент монитор и закрылся руками. И доллар швейцарец тоже сегодня работал по нему. Это выделенный сигнал, пробой, отбойная свеча раз, вторая отбойная свеча. На этом откате я входил в рынок. Не позволил дальнейшему снижению продолжиться. И уже здесь выбило меня в ноль. Так, это что касается моей части данного вебинара. Теперь, пожалуйста, вопросы. Какие есть вопросы? Задавайте, на все, что смогу, отвечу. Думаю, отвечу на все. А фунт нет, я фунт не торговал. Давайте на фунт посмотрим. Фунт. Так, фунт. Ну, давайте пойдем сначала. Фунт. Я после такого уверенного пробоя думал о лимитном ордере. Честно скажу, здесь и горизонт имелся. Но когда мы подошли к этому уровню, здесь была свеча, я подумал, пусть еще немножко спустится. Чем больше она спускалась, я лимиты не устанавливал. На этот момент находился еще у монитора. TX работал. Да, отлично, Данил. Сделка была неплохой, но были здесь свои нюансы. Когда мы начали данный пробой, уже свеча оказывалась ниже, это было под конец данного часа, уже появились мысли, что лучше дождаться здесь все-таки отбойной свечи, возможно пробой, можем улететь вниз, имелась дивергенция на тот момент. Но потом, когда формировалась уже эта белая свеча, четко принял решение, что если эта свеча закроется выше розовой линии, точно заключу сделку на покупку. Точно, этого я и ждал, но, как видите, где она закрылась, как раз тот самый случай, хорошая, да, подтверждающая свеча, но на расстоянии 30 пунктов от выбранной мною линии. И, конечно, для меня лично это немного неприемлемо, поэтому данный сигнал пришлось пропустить, и я его не работал. Те, кто вошли по лимиту, конечно, это риски, но если у вас имеется соответствующий опыт, сделка была неплохая. Так. Хорошо, давайте до Андрея был вопрос. 19.05 H1 иена 14.00. Далее прокомментируйте, пожалуйста. 19.05 иена. Доллар иена 19.05. 19.5. Прокомментируйте, пожалуйста. Что это? Это у меня не основной терминал, поэтому придется добавлять сюда. Это другой компьютер. 19.05. Что у нас здесь было? Дайте вспомнить. Тестирование и вход или что это было? Ну, вот не могу. Я вдруг после закрытия белой.
15.05. Ну, честно, уже не вспомню здесь, Валерий. Лучше бы как-то с рисунком поработать. И даже работал по этой сделке я. Вот не вспомню. 19.05 это было на прошлой неделе, четверг. А что прокомментировать? 14.00. Вот, я пропустил этот момент. 14.00. На что здесь комментировать? Если здесь имелось какой-то сигнал, линия, например, вполне возможно, она здесь и была, возможно, и выделенный сигнал был. Сейчас не вспомню, вот честное слово. Дальше эта сделка закрыта либо по безубытку, либо вы успели зафиксировать часть прибыли. Здесь не знаю, что комментировать. Сигнал на покупку, если были линии, конечно, был неплохой, отбойная свеча неплохая. Так. Мгм. Вот, кстати, по фунту рекомендация была закрыться H4, а потом на обратном тестировании заходить в данном случае. По идее, нужно заходить на следующий свече после закрытия H4. Я ходил после закрытия белой. Рекомендация была желательной. Если вы вспомните, там мы сказали, желательно дождаться. Четырехчасовая закрылась, и дальше мы смотрим на часовом интервале, что происходит. То есть уже не четырехчасовой график, а просто на четырехчасовом графике, что происходило. Четырехчасовая свеча подтвердила пробой этой линии. Линии не первой свежести. Я ходил после закрытия белой. Хорошо и делали. Вопросы, еще какие вопросы? Либо по построению. Я знаю, были много различных вопросов. Когда что перестраиваем, когда как работаем. Так, то есть входить нужно на первой черной или второй свече. Входить здесь единственный вариант был входа на лимитном ордере, если опять же имеете соответствующий опыт. Андрей, получается, вас этот вход никак не касался. Раз вы приняли решение торговать для себя только отбойные варианты, то здесь для вас входа не было. Для тех, кто чувствует, ну если бы закрылась вторая черная свеча выше линии. Вторая черная свеча закрылась бы выше линии вот здесь? Нет, конечно. Это не была бы отбойная свеча, мы только приблизились бы к нашей линии. Здесь маленький бы хвост был. Если бы, была бы уже с длинным хвостом снизу хорошим, то, конечно, это совсем другое дело. Так, ага, понятно. Еще вопросы. Длинный вопрос по приоритету чего? Да-да, пожалуйста, длинные вопросы. Длинные еще лучше. Пишите попутно, может кто-то еще напишет вопросы, пожалуйста, на все будем опять же стараться отвечать. Так, что еще можно сказать? Можно сказать по перестроению линий. Давайте, правильно ли я понимаю, более важное значение имеют линии, пробой которые идет по тренду. Более важный пробой который идет по тренду. Знаете, это очень обширный, очень широкий вопрос. Затронули в том плане, что, ну как можно сказать, более важное значение имеют те линии, пробой которые идет по тренду. А что это за линия? Ну по тренду, ну пробили какую-то малозначимую линию. Если это какая-то коррекционная линия, то, конечно, да, допустим, возьмем, ну, не знаю, где вот пробой линии, конечно, будет значим вот этой линии. Вот потом она вот такая стала. Конечно, будет значимо. Есть движение, коррекция, пробились, ушли. Если пробили коррекционную линию, но движение началось против тренда. Пробили коррекционную линию, но движение началось против тренда. Непонятно. Не понял, честно. Мы же коррекционную линию пробили. Зачем нам начнется движение против тренда? Так, насчет... Давайте насчет приоритетов линий. Что делать в промежутке между входом и пробитой линией, если становится боковом движении в небольшом минусе? Виталий, главное правило. Есть сомнения, покидаем сделку. Нам такое не интересно. Вот и все. Запоминаем и работаем. Допустим, где вы взяли? Если долго продолжается боковое движение какое-то в минусовой зоне. Тут же сейчас посмотрим. Привести какой-нибудь пример. Ну давайте так. Есть признаки протекания коррекции. Где у нас проходит коррекция?
Опять же, внутри данного какого-то маленького краткого вебинара мы, конечно, это все не объясним, какие у нас имеются признаки. Давайте предварительно скажем. Например, вот у нас есть замедление, боковое движение, правильно? Здесь вот до этого этапа у нас были признаки коррекции. То есть мы подошли, пошли в консолидацию, свечи уменьшились от розовой линии. Это только усилило сигнал на покупку потом от розовой линии. То есть мы перед тем, как ее пробить, коснулись, не отбили сильно, ушли в боковую консолидацию и только затем ее пробили. Это хорошо для покупок в дальнейшем. Но здесь были признаки коррекции. Мы видели, что здесь происходит коррекционное движение. Сомнения насчет коррекционного движения появились вот здесь. Вот после этой отбойной свечи у нас появилось мнение, как видим, потом оказалось ложным это мнение, что возможно дальнейшее снижение, как минимум углубится это коррекционное движение и возможно даже разворот пойдет. То есть цена не смогла оказаться выше. Но как видим, после этого пробились. Линия подтверждена дважды. Линия подтверждена совсем недавно. Следовательно, у нас хороший сигнал на покупку с обратной стороны. Паттерны учитываю, но не все паттерны. Конечно, если я начну учитывать все подряд треугольники, это вы сами понимаете, треугольников на рынке бывает просто огромное количество. Другое дело, насколько они важны и хорошо сформированы. Хорошие паттерны я, конечно, учитываю и говорю. Обязательно говорю. И флаги учитываю, говорю. И клин не так часто, потому что клин трудно торговать. Как топ-сигнал его можно использовать. Любой клин в любой момент может превратиться во флаг, либо в двойную вершину и так далее и тому подобное. Так, еще вопрос по ходам при обратном тестировании линий. Когда прошел какое-то когда прошел какое-то время, день-два, как сегодняшняя рекомендация по ходу по евро от черной. Как действует там? Нам достаточно одной свечи. Так, еще вопрос по ходу при обратном тестировании. Когда прошел какое-то время, день-два, как сегодняшняя рекомендация по ходу по евро от черной. Как действует? Нам достаточно, которая осталась и не отбилась. Особенно интересно, когда нет возможности пройти подтверждающую линию. Флаг можно считать сигналом развала. Ну вот видите, сейчас вот очень хороший наглядный момент получился. Сейчас получилось то, что я всегда говорю, у любого трейдера, начинающего в голове происходит. Вы много чего начитались, много информации получили, видно, начиная изучать это все. И сейчас это у вас превратилось в столичный салат, в оливье, может, винегрет или еще что-то. Все друг на друга накладывайте, пытайтесь получить огромное количество различных сигналов. Поймите, вот как раз Дэна это очень сильно касается. Андрей, я, наверное, на ваш вопрос чуть позже отвечу, если не забуду. Опять-таки пробились, по-моему, у вас. Так вот как раз беда Дэна. Я не знаю, насколько вы внимательно читаете комментарии. Дэн, если здесь еще, здесь он. Дэн все-таки, наверное, ушел на йогу. Ага, здесь. Хорошо. Это очень распространенный вопрос. На самом деле, этот человек, вот в моем понимании, когда я читаю комментарии и так далее и тому подобное, сам вопрос того, что он находится на данном этапе, говорит, что у него уже есть достаточный багаж для торговли. Когда появляется страх торговли не из-за того, что вот страшно торговать, а из-за того, что ты постоянно видишь огромное количество противоположных сигналов и огромное количество нужных тебе сигналов, появляются вопросы, появляются проблемы. Тебе становится сложно торговать. Но допустим, я зашел. Так, сейчас все прочитаю. Сейчас все прочитаем обязательно. Просто позвольте договорить. Рано или поздно этот этап переходит в образование приоритетов. Когда вы видите, допустим, вот возьмемте этот сигнал, да? У нас был здесь сигнал, мы бы решили здесь ходить по лимиту. Давайте найдем для него контрсигнал. Я обязательно вернусь вот до плюса Дэна или даже вот до сюда. Нет, Андрей, я на ваш ответил, что это превращается в... Да, я вернусь к этим вопросам. Давайте здесь вместе пообсуждаем, какие имеются контрсигналы для лимитного ордера. Допустим, мы решили входить здесь по лимиту. Давайте находить контрсигналы. Давайте, Дэн, вместе поработаем над закрытием черной ниже. Нет, до момента закрытия черной свечи ниже. Вот при закрытии первой черной свечи мы решили входить по лимиту. Еще лимит не установлен. Мы только его собираемся устанавливать.
какие мы увидим контрсигналы. Забыли про эти самые М2, М3, М5. Не все об этом знают. Дэн, сейчас мы это не будем. И даже если вы трогаете то, о чем написали, этот самый М2, опять же, если вы изучали, я не знаю, вы были у нас, не были, опять же, полного формирования не произошло, а значит и самой модели нет. Свеча на 10 часов дивер контрсигнал. Дивер согласен, есть такой контрсигнал. Совершенно верно, есть контрсигнал. Ходить уже страшно, вот он здесь был. Есть. Еще какие контрсигналы кто видит? Общий тренд нисходящий. Чей общий тренд нисходящий, Валерий? Годовалый, месячный, недельный. Какой тренд нисходящий? Я не вижу нисходящего тренда. Давайте посмотрим на дневном провале. Это на дневном графике. У нас длинная коррекция. Длинная коррекция на дневном графике. Это у нас на часовом графике. Не вижу тренда на D1. Ну, пожалуйста, на D1 у нас коррекция, у нас не нисходящий тренд. Мы находимся в стадии коррекции, причем внутри углубления этой коррекции. То есть, если мы в коррекции снижаемся, в данной коррекции бы снижались, то имелась бы вероятность возобновления основного тренда. А сейчас у нас идет уже второй день движения вверх, а следовательно углубление коррекционного движения продолжается. Пока внутри коррекционного движения. Если мы не будем торговать коррекцией на дневном графике, то у нас тренд будет постоянно только дневной. Тренд все-таки, как вы понимаете, это понятие относительное. В том плане, что смотря какой тренд вас интересует. А здесь уже мы, получается, 2 месяца, почти 3 месяца мы показываем какие-то попытки роста. И игнорировать данный сигнал мы никак не можем. И говорить, что у нас имеется нисходящее движение, торгуем только вниз, как понимаете, это будет, конечно, неправильно. Вот. Мы когда смотрим здесь, мы уже видим, раз, откатили, продолжаем движение, переписали максимум. Все, возобновляется восходящее движение на часовом графике, это точно. Работаем. Итак, дивергенцию мы нашли. Все согласны с дивергенцией. Дальше. Уверенная свеча пробоя. Теперь смотрим на наш сигнал. Свеча пробоя уверенная есть. Хорошая свеча. Отлично. Горизонтальный уровень для лимитного ордера. Опять напоминаю. Есть. Есть у нас горизонтальный уровень. Дальше. Если посмотрим дальше, этот горизонтальный уровень какие-то мелкие добавления у нас имеет? Имеет. Вот посмотрите на эту зону. Раз, два, ее тестировали сверху, не ушли. Вернулись ниже, протестировали. Пришли, подошли к этому уровню, отбились, откатили, опять пытались отбиться, пробили. Находимся здесь. То есть уже неплохой сигнал. Так или не так? После переписи предыдущего максимального значения построили по данному минимальному значению новую линию. Эта линия позволяет нам принимать решения в крайнем случае, то есть если опустимся ниже, точно знаю, что дальше будем делать, даже возможно приняли бы решение о разворотном входе. Но стоп мы устанавливали вот приблизительно под этой линией и под данным горизонтальным уровнем, порядка 30 пунктов. Это план на нашу сделку, я рассказываю сейчас. Раз сигнал, розовая линия, два сигнал. Горизонт тоже мы сказали. У нас и уверенный пробой. У нас имеется только один контрсигнал. Этот сигнал, который мы сказали, это дивергенция. На тот момент других контрсигналов у нас не имелось. Следовательно, спокойно могли здесь рассматривать варианты входа, если мы рассматриваем всегда в нашей торговле лимитные ордера, вход в рынок. Стоп-лосс у нас порядка 30 пунктов. Ну, мы понимаем, смотрим дальше вверх. До темно-синей линии, скорее всего, мы дойдем, если продолжится движение. Понятно, открытое движение, здесь ничего особого у нас препятствий нет. Рассмотрели этот вариант и обратите внимание, мы дошли до указанного, причем до все вы читали, все вы видели, именно этот уровень мы указывали как целевой. Почему? Это дневной уровень, даже недельный, это линия. Но в любом случае, как вы помните, здесь остановки у нас почти всегда происходили при подходе. Поэтому лучше остановиться, зафиксироваться хотя бы частично, лучше даже полностью. 80 пунктов на дороге не валяются, вполне приемлемая прибыль. Зафиксировались и пошли дальше смотреть.
Что касается общего движения, то, конечно, основная цель здесь была бы это синий канал, верхняя его граница и верхняя граница основного оранжевого канала, внутри которого происходит дневная коррекция. Вопросы? Андрей, вы на каком основании вот это сейчас написали? Просто думая, что вы думали, как вы, на каком основании вы сделали такой вывод, что завтра мы можем уйти так глубоко, так далеко. Канал все-таки, ну, канал все-таки я понимаю. Но мы и в оранжевом канале находились, но никак до его верхней границы не дотянем. Этих оснований мало. Мы спокойно здесь можем увидеть разворот. Нас не интересуют какие-то долгосрочные прогнозы. Вы поймите, я не знаю, сколько много из вас людей читали свой трейдинг, книжки рекомендовали, Алексей писал об этом. В любом случае, за которую большую часть сделки на себе. Вот отлично, я вас поздравляю. Но здесь дело в другом. Мы не должны смотреть на то, куда нам хочется, чтобы пришла цена. Я не умею руководить рынком. Уверен, из вас никто тоже не умеет этого делать. Предсказывать, ну, тоже не прогноз погоды, чтобы что-то пытаться предсказать. Мы даже утренние наши, поэтому называем обзорами, мы составляем себе план, по которому будем работать. Если пробьется эта линия, это откроет путь к дальнейшему снижению. Мы так и выражаемся, так и говорим. Тестирование этой линии подтвердит силу линии, значит оттолкнемся и пойдем. Мы не говорим, что мы точно пробьем эту линию. Можем сказать, что есть вероятность, очень большие шансы на пробой той-то и той-то линии, на достижение той-то и той линии. Но прогнозировать это дело неблагодарное. Зачем нам прогнозировать? У нас есть четкий план. Пробьем эту линию, будем рассматривать тот вариант. Пробьем ту линию, рассмотрим следующий вариант. Вот такая у нас картина. Так, по вот этому хорошо, очень вот мы рассмотрели вход на пробой, очень интересно, вход на отбой от трендовой линии. Допустим, я зашел в покупки на отбой свечения, цена сверху движется вниз. Покупки двигается вверх, а движется вниз. Будет долгое время между точкой входа и пробитой линией. Что делать? Понял, Виталий, о чем вы говорите. То есть вошли бы, вот, допустим, на этой свече в рынок, хотя она, конечно, далековато. Что делать вот в этой зоне? Не входите в эту сделку. Неотработанный вклад, да, это контрсигнал. Но никак не самостоятельный сигнал для точного входа в рынок. Да, извините, возможно, чуть отсел от микрофона. Это да. Так, еще каковы вопросы у нас есть? По перестроениям, раз уж вспомнили, Дэн, вопросы по перестроениям. Сейчас я вам покажу, ну, допустим, вот возьмем некое боковое движение, где минимум, максимум не переписываются, нету каких-то движений. Если постоянно перестраивать наши линии, это приведет, ну, к плохим результатам. Вы, наверное, сами это не раз замечали. Раз перестроили здесь, допустим, линию, затем мы ее перестроим, пожалуйста, вот так, потом будем перестраивать и так далее, и так далее. И считать каждую такую линию важной, как вы понимаете, ну, нельзя, это будет ошибочно. Нас интересует, я говорил это много раз, не знаю, сколько из вас людей участвовало в различных наших мероприятиях, но мы говорили, нас интересуют точные сигналы. А точные сигналы бывают, конечно, не так часто. Даже, можно сказать, высокоточные сигналы. Подтверждающие свечи, важные линии – это залог получения хорошего точного сигнала. Очень часто пункт в пункт уходим в нужном направлении, и даже нервы нам трепать не приходится. Вот именно в этом суть, когда я не спешу перестраивать линии, уточняющие линии. Если бы вы напомнили, по какой паре был тот самый вопрос о перестроениях, я бы, конечно, к этому вопросу вернулся. Но в любом случае, я думаю, вы поняли, о чем идет речь, что я сейчас говорю. Здесь, кстати, можно уже и канал построить. Вот, кстати, уже здесь можно перестроить спокойно по данному минимальному значению. Только отклонилось, максимум переписали, ушли достаточно вверх. Вот, пожалуйста, наш канал. Так, технический вопрос, как сделать, чтобы линии совпадали. Сейчас синяя на фунте у меня выше находится. Линии совпадали у кого? Не должны совпадать.
Обновите котировки. Если у вас Альпари, у них неплохой, все-таки неплохая база данных по котировкам. Обновите котировки. Я не знаю, вы умеете это делать, не умеете. Андрей, если не умеете, напишите. Андрей, окей, попробую. Обновите котировки, обновите терминал, и да, все выровняется. Если не выровняется, значит котировок было недостаточно. Уже рисуй там, не, точнее, лучом рисуй. Да, конечно, лучом намного интереснее получается. Но в любом случае, когда возникает, давайте, такая пара, что у нас бегает сегодня весь день. Еврофунт, кажется, да? Еврофунт, фиолетовая линия у меня, по крайней мере, прыгает. У вас как? Прыгает тоже, да? Сейчас мы возьмем еврофунт. Андрей, попробуй после смартфона менять высоту. Шаблон. Сейчас мы сделаем, я вам кое-что покажу. Так, не получится. Ну, ладно. Поле смарт поменять высоту. Вот так выравнивать. Это, конечно, совсем постоянно. Обновите котировки. Это наилучший вариант. Избежать данных проблем. И лучом рисуйте. Так, вопросы какие-то у нас остались, не остались? Я думаю, здесь многие из вас все-таки обучение проходили. Это рекомендуемый вариант. Те, кто не проходил, не посчитайте. Хотя почему не посчитайте? Да, пусть будет и рекламой. Где-то числа с 6 мы планировали новый тренинг. Пожалуйста, записывайтесь. Если вопрос по ходам на отбое от линии, не на пробое. Отбое. Так, по ходам. Так. Боя от линии на пробой. Сейчас скажу, ладно, раз уж начал о тренинге говорить, давайте я все-таки доскажу. Хотя, насколько знаю, здесь практически все и проходили уже различные обучения. Так, что там у нас еще? Спасибо, Сергей. Да, отлично, Андрей, это хорошо. Так, да, ребят, спасибо. Я там что-то уже практически сейчас посмотрим. Вы надолго тут. Ну, Даниил, мы надолго, ненадолго, насколько помню, уже 2 года, наверное, наш сервис работает, а это уже что-то да значит, раз не закрываемся, значит получается. Так, молодец, о чем я не помню надолго тут. Так, ага, я говорил про тренинг, числа 6 июня мы начнем, давайте я быстро скажу, раз уж начал. Числа 6 начну. Все-таки я рекомендую, цена небольшая. У нас $190 для общих, для всех клиентов. То есть на сайте по объявлению будет 150 те, кто покупал безопасный Форекс. Для вас же, для всех, если кто-то из вас захочет проходить данный тренинг, без разницы, проходили БФ, не проходили. Те, кто не проходил, особенно рекомендую. $120. Мы решили сделать такую скидку все-таки. Плюс в эту сумму будет входить 1 месяц подписки на сигналы. Это, опять же, для тех, кто не проходил, очень рекомендую, все-таки попробуйте. Это мизерная сумма, с учетом того, что тренинг будет длиться 2 недели, и проработаем, начиная с зрения до полного понимания сигналов, и выделим несколько вариантов входа в рынок, которые будут наиболее безопасны. Ну, что-то вроде того, да, Андрей. Но, опять же, это, скажем так, рекламная пауза была, хорошо. Ну, так. Это у меня была. Если кого-то заинтересует, вот нуль какой-то пишет мне непонятный. Это у меня была ссылка на это все. Ага, вот. Для получения скидки напишите вот на это. Пройдите вот это. Там 2 вопроса, кажется, анкета. Заполните ее по этой ссылке и все. Ладно, не будем отвлекаться на это. Вопросы задавайте. Время у нас пока есть, можно еще ответить. Я где-то увидел еще вопрос. Да, ребята, спасибо, я открыл вам счет, это все я понял, за $37. Окей, Альпари, технический вопрос, как сделать, чтобы линии совпадали у меня, это мы прошли. $37, стали линии, да, ребята, график, то есть фактически, вроде все ответил. Если есть время, расскажите, как вы пришли на Форекс, это ваша работа на этом рынке, когда начало получаться. Я скажу и вам еще возможность заработка.
Скажу вам еще, почему в обзорах нету евро-доллар, на мой вопрос еще не ответили. Так, Андрей, не нашел ваш вопрос, но помню, что он был. Евро-доллар. Евро-доллар, ну, знаете, изначально так сложилось у нас, что евро-доллар это не мой огород, это огород Алексея, когда я пришел, поэтому в этот огород стараюсь не лезть. Алексей бесплатно все обзоры дает каждый день на сайте, поэтому я не вижу проблем с этой валютной парой, там все разъясняется, все говорится. Значит, название на ближайшие 10 лет не бросайте. Постараемся. Выделяется сигнал на отбойной свече по бинарному опциону на 1 час. Заходите. Ну, не понял. Вход на отбой от линии, но не на пробое. Когда цена через какое-то время возвращается к линии для повторного вход на отбой от линии. Какое-то время возвращается к линии для повторного тестирования. То есть вы имеете в виду, имеется некая трендовая линия, мы от нее отбиваемся. Сегодня ситуация по канадцу, например, да, я так понял, по евро. Вы имеете в виду какую-то отбойную, сейчас покажу. То есть отбиваемся от канала, это имеете в виду? Если линия это, если вы черную линию имеете в виду по евро, да, я насколько понял, о ней идет речь. Это продажа черного. Что там вас пробили и ушли вниз от черной линии? В чем проблема? Продажа черной линии. Да, продажа состоялась, пробились, ушли вниз. Линия была. Давайте сделаем так. Это опять же, если вы выбрали для себя торговать на отбойной свече, одна отбойная свеча, это совершенно другое дело. Если вы торгуете на пробоях и все такое прочее, это уже следующий вариант торговли. Данная линия, она долгосрочная. Если вы видите, рядом написано D1, V1, дневной, недельный график. Но здесь суть в чем происходит. Мы в пятницу, нет, 19 мая, когда протестировали эту линию, получили подтверждение ее важности. Перед пробоем была попытка отбоя от этой линии. Опять же, то есть мы получили подтверждение того, что эта линия, вот буквально в течение нескольких дней мы подтвердили это, что линия до сих пор работает даже на меньших временных интервалах. Соответственно, можно не ждать, конечно, рекомендовано ждать, но эта линия достаточно важна и можно подумать о входах от нее. Что касается вариантов входа, ну не хотелось бы углубляться, получается, я проведу сейчас целый тренинг, если я расскажу, как ходить при сомнительных ситуациях на отбой и так далее и тому подобное. Я про надежный сигнал. Возьмите, Андрей, вы решили для себя торговать отбойные свечи? Пожалуйста, берите и торгуйте. Опять без канала. Только отбойные свечи и не берите ничего другого. Пытайся освоить. Так, насчет вопрос Дэна был еще, кажется, вверху. О чем он был? Ну, сейчас уже не найду. Наверное, улетели. Вот, если есть время, расскажите, как вы пришли на Форекс, это ваша работа на рынке. Ой, Дэн неоднократно рассказывал, неоднократно говорили об этом. Уже работаю, основательно осел на этом рынке с 2009 года, как к этому пришли постепенно. Что еще сказать? Работал различными методиками. Больше всего, конечно, как видите, понравилась работа Алексея Лободы, его стратегия. В первое время, если, я не знаю, старые вояки сайта стратегия.ru помнят меня как обычного пользователя, юзера, так сказать. Попользовались немножко, общался долгое время. Потом в один момент выложил свой прогноз в комментариях по фунт-доллару. Алексею понравилось, попросил и он, и клиенты выкладывать эти прогнозы почаще. Выкладывал в тот момент намного чаще общение происходило и так далее и тому подобное. Завертелось, закрутилось. И вот уже с Алексеем работаем около 4, кажется, или 3 лет, если я не ошибаюсь. Вроде пока все нормально, все отлично. Надеюсь, будем продолжать все время в том же ритме и радовать вас с новыми какими-то проектами. Как видите, у нас иногда что-то получается интересное придумать. В том плане, чтобы как преподнести информацию и так далее и тому подобное. Сигналы пока желания сворачивать у нас нету. Понятно, что это все будет исходить от желания по сворачиванию сигналов от получаемой прибыли. Если получать $2 за данную работу, сами понимаете,
столько времени на это тратить, $2 это будет неинтересно. Но, как видите, 2 года пока работаем, значит, пока интерес к этому есть. Соответственно, в этом мы заинтересованы, чтобы интерес не падал. Да, конечно, ясно, что никто бесплатно работать не собирается столько времени. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали. Если зарабатываете вы, соответственно, кроме того, что вы сами остаетесь с нами, но и приходят новые клиенты по вашей рекомендации и так далее и тому подобное. Соответственно, нам, еще раз скажу, наш интерес в вашем заработке. Это, как видите, не просто слова, а все логично и понятно. И у вас, и у нас корыстный интерес. Такие мы все корыстные люди. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Нету, надеюсь, на все ответил. Что я забыл сказать? Это где-то сказал про планируемый тренинг, сказал 6 июня до конца недели, это сказал. Ага, все хорошо. Если все, вопросов нету, минусы поставьте, что вопросов нету, и начнем друг друга благодарить, желать друг другу удачи, и в дальнейшем будем работать более активно. Надеюсь, сейчас еще один. Жду вашего вопроса, Данил. Дэн, если вход доллар иен, если вход, я же говорю, это не мой основной терминал, доллар иен. А где здесь вход по доллар иене? Сейчас доллар иен, если вход. Леонид, где здесь вход по доллар иене? Я не вижу. Мы сегодня на покупку здесь даже нигде ничего не выделяли из выделяемых. Да и сейчас не вижу ничего интересного. Входа здесь нет. Дэн, мы ждем вас. Ждем вашего вопроса. Так, что еще? Ну, пока ждем только вопроса Дэна, и тогда потихоньку будем сворачиваться. Если Дэн не пишет уже вопрос, передумал, то важность пунктирной линии по иене подтвердили. Важность пунктирной линии, ну как подтвердили, да, ее пробить не смогли, но завтра, я вас уверяю, здесь оранжевого треугольника не появится. Да. Вот, например, оливковая линия, достаточно важная линия, она в принципе издалека идет, но почему здесь нет оранжевого треугольника? Потому что есть более важный и очень близко находится сигнал. Вход по лимиту. Давайте берем в какую ситуацию вы с большой вероятностью знаете, что вот сейчас я буду торговать по лимиту, куда ставить стоп, при каком варианте входа, как мог быстро написал, надеюсь, понятно. Да, понятно. Не хотел на этом останавливаться, потому что рекомендовал все-таки торговать по отбойным свечам. Если сейчас начну говорить о лимитах, все начнут пробовать и начнутся ошибки. Но еще раз говорю, важное значение имеет пробойная свеча. Вот обратите внимание, пробили. Если бы у нас зеленая линия была все-таки, допустим, с оранжевым треугольником, давайте увеличим. Вот так увеличили. Теперь здесь горизонт есть, пробили уверенной свечой, есть уверенная пробитая свеча, правильно. Горизонт есть, плюс к этому нужны еще, конечно же, дополнительные сигналы для лимитов. Дополнительные сигналы в виде каких-то либо удлинения, допустим, вот посмотрите, вот у нас горизонт какой-то, он продолжается. Есть небольшие подтверждения, не лучший вариант. Правильно, не лучший вариант был. Затем откатили, пробились, тестировали эту линию. То есть здесь лимит можно было просмотреть. Желательно, чтобы здесь еще были какие-то важные уровни Фибоначчи и другие какие-то мелкие линии. Чем больше здесь различных линий, тем, конечно, лучше. Но опять же, горизонт при лимитном ордере это наиболее важная штука. Теперь, да, про оранжевые и синие треугольники вопрос был сегодня, поэтому скажу сразу. Дэн, если понятно, пишите, плюсик поставьте, непонятно, то, конечно, еще уточните вопрос, в чем дело. Синие стрелки, они что означают? Куда ставите стоп? Ну, сейчас мы, конечно, удлинимся. Но здесь же видно стоп, куда ставить. Стоп здесь в этом случае при лимите пришлось бы ставить нам вот сюда под предыдущее минимальное значение. В других случаях это уже опять разговор о целом тренинге начинается, потому что ну, не смогу я сейчас, как бы я ни хотел, поверхностно не хочу говорить об этом, а основательно об этом говорить ну, не получится в течение одного урока. И так я максимально попробовал сегодня как можно больше сказать, как можно больше уточнить по входам, чтобы вопросов у нас было меньше. Теперь по стрелкам. Синие стрелки это
предполагается оттуда отбой, линия важная, но почему я ставлю синие линии даже на некоторых важных линиях? Синие стрелки, треугольники. Дело в том, что я не вижу там основания для точного, как я уже сказал, высокоточного входа, где можно получить вход на пункт в пункт. Но по ним также, например, вчерашний новозеландец, если кто-то помнит, шаблон, загрузить шаблон, новозеландец, есть, вошли. Вот, вчерашний новозеландец здесь, ну кто не, я же говорил, хотя здесь голубой треугольник у нас есть, но мы все равно войдем, будем рассматривать вариант входа в рынок. К сожалению, данная свеча чуть ниже закрылась. Если бы она закрылась чуть выше таким хвостом, я точно бы входил в рынок. Я ждал, сидел, смотрел на эту сделку. Хотя здесь был голубой, то есть у нас не самый важный сигнал был. Все уже дальше зависит по голубым сигналам от хорошего пробоя, опять же, от опыта. Все новички, все плохо знакомые с малым опытом. Рекомендую смотреть только на оранжевые сигналы, да, не забывать какие-то попутные построения. Ну вот, например, здесь уже ясно, что можно перестроиться. Отбой от серой линии мы не торгуем. Здесь синий треугольник, правильно? Но если мы поставим здесь треугольник, то он у нас будет оранжевый после отбоя от серого канала. Понятно, что мы будем торговать здесь на вход с надеждой на то, что отбой дальше продолжится. Пробой, тестирование снизу вверх – это сигнал для дальнейшего снижения. Вам важна сама свеча для принятия решения? Да, да, абсолютно верно. Очень важна. Для меня вообще очень большое значение имеет пробойная свеча. Именно свеча пробоя той линии, от которой потом мы в дальнейшем будем торговать. Как мы ее пробивали. Давайте посмотрим. Ну, удлиняемся. Несколько сигналов вот есть у нас. Из того, что отрабатывало, о чем мы отчитывались в наших сигналах. Сегодня он это рассматривал. Пробили, уверенный пробой произошел, но дальше никак отбойной свечи не было. Вот здесь был вход. Черная линия плюс вот данная салатовая линия. Мы протестировали, ушли вверх. Я просто к тому сейчас покажу, быстро пройдемся по некоторым сигналам. Давайте посмотрим на этот сигнал, который также торговался. Здесь это я к тому говорю, что не все так идеально у нас происходит. Смотрите, мы пробили важную линию, но хорошей отбойной свечи пока не получали. Имелся очень хороший горизонтальный уровень, но я не входил здесь по лимиту. После того, как здесь сформированы были эти свечи, вот эта малая свеча с черным небольшим телом уже просто заставила войти в рынок, потому что мы никак не могли пробиться. Горизонт, линия протестирована, все у нас открыт путь для дальнейшего снижения. Стоп, по крайней мере, зона для принятия решения о выходе с рынка, она минимальна. То есть, если бы вышли выше оранжевой линии, выше данного горизонта, пришлось бы выходить с рынка с минимальными потерями, а это очень-очень немного. Дальше. Смотрим дальнейшее. Но это флаг у нас попросту отработал с хорошей отбойной свечой. Вот обратите внимание, это тот самый случай, когда я говорю, нас рынок просто заставил торговать. Эта свеча нас заставила торговать. Всех тех, кто не хотели торговать, были просто-напросто обязаны заключать данную сделку. Дальше идем. Еще АБЦ канал есть, есть. Отбойная свеча получена, получена. На розовый канал не обращайте внимания, он в дальнейшем будет сформирован. Отбойная свеча есть, там еще и Фибоначчи у нас были эту сделку, я тоже прекрасно помню. Цена ушла вниз. Кто не вошел здесь после данного разворота, вот здесь формировались отбойные свечи. Но опять это все на опыте. Дальше. Вот отличный вариант. Посмотрите, пробой какой неуверенный. Неуверенный пробой. Здесь мы пробились, в принципе, в отрыве. Пробойной свечи как таковой у нас здесь нету. Я именно из-за этой сделки включил эти рисунки, чтобы ее быстро найти, поэтому попутно говорил о других. Затем мы тестировали нашу линию. Раз. Два. Здесь отбойная свеча не самая лучшая, пробой был плохой, поэтому я здесь даже не входил в рынок. Но когда сформировалась уже вот эта свеча с таким хвостом сверху, опять ситуация, где меня рынок заставил, взял за уши и закинул в рынок. Я заключил сделку. Под давлением, да. Насильно была заключена данная сделка на продажу. Вариантов просто не было. Вот о каких сигналах я говорю, какие я говорю, что они очень хорошие сигналы. Опять тестирование канала АБЦ снизу, тестирование данной линии. Очень хороший сигнал. Отбойная свеча раз. Если кто-то здесь не вошел, ну вторая свеча с небольшим черным телом. Опять заставили нас войти в рынок здесь. Sell. На белой, Данил, что вы имеете в виду? Да, она с длинным хвостом сверху. Вот это белая, небольшая, маленькое белое тело. Вот на ней вошли в рынок. Здесь опять рынок меня заставил войти в рынок. Заключить сделку. Вот. Дальше идем. Еще одна сделка. Это, кажется, у нас уже была. Нет, не было похоже. Кстати, просто розовый канал опять перестроенный. Опять АБЦ, отбойная свеча, сделка вниз. Здесь пробой произошел линии коррекционной.
тестировали раз, я здесь не входил. После второй свечи, ну просто опять варианта нету не войти в рынок. Опять заставили войти в рынок. Вошли в рынок. Дальше. Пробой, тестирование. Вот здесь неуверенные отбойные свечи, тестирующие свечи. Вот эта свеча, она даже наоборот говорила о возможном снижении. Но когда вдруг появилась вот эта свеча, линия не пробивалась, уже было принято решение на вход в рынок. Здесь уже, конечно, нас никто не заставлял, риски были чуть выше, чем в предыдущих примерах. Здесь опять отбойная свеча, вошли в рынок. Здесь опять АБЦ, флаг плюс АБЦ, отбойная свеча, нас заставили войти в рынок. Не вошел бы здесь, вошел бы вот здесь. Дальше. Здесь, ну опять, вот эту ситуацию я вообще, обратите внимание, здесь у нас ночью была сформирована модель поглощения, я не вошел в рынок, весь день жалел вот в этой ситуации, ай, как жалко, что ночью была эта модель, а потом сформировалась вот эта отбойная свеча, опять мне просто предоставили шикарный случай войти в рынок, что я и сделал. Опять пробили, отбойная свеча, ну красота, согласитесь, красиво. Вроде кажется, такого не бывает, такие сигналы не дождешься. Да вот они, пожалуйста, бери, не хочу. И это все только за период январь, февраль, декабрь. Все, что я показываю, то это не все далеко. Много там сигналов, я просто над чем работал, поэтому именно эти рисунки у меня оказались. Так, что еще у нас? Вот тестирование. Здесь, конечно, чуть-чуть глубокое тестирование, но здесь коричневую линию не тестировали. У вас минусы есть? Да, бывают минусы. Чаще всего это бывают выходы с минимальными потерями, а не стопы. Стопы это редкий, очень редкий случай. Но бывает. Конечно, резкие движения. Мы от всех этих движений никто из нас не застрахован. Резко цена уйдет не в ту сторону и даже варианта не даст выйти с минимальными потерями. Как можно торговать без минуса? Ну, я не знаю как. Это часть нашей торговой стратегии, ничего страшного. Абсолютно никакой реакции ни на какие минусы. Ну, минусы, минусы, что? Я сделал все правильно. Главное понимать, что было сделано все верно. Дальше. Вот опять вход, пожалуйста. Опять отбойные свечи. Ну, красота, согласитесь. Ладно, не буду уже удлиняться. Есть вопросы, пишите. Нету, тогда всем большое спасибо. Надеюсь, еще встретимся, поговорим не раз. Всем удачи, не забываем про осторожность, но и в то же время не нервничайте, не бойтесь входа в рынок. Большое вам спасибо за доверие. Попробуем не подвести вас и продолжать в том же духе. До свидания, удачи всем.